Здравствуйте, мои любимые замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Твоя главная завистница. Кто она и чему завидует сегодня? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце расклада вы услышите совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также, если вам нужно, присылайте, пожалуйста, любые вопросы, на которые хотели бы услышать ответ профессионального психолога. Обязательно вам отвечу в моих видеоконсультациях. Итак, чужая зависть – это темное зеркало твоей яркости. Зависть – это не всегда проклятие за вашей спиной. Чаще всего это милая улыбка, комплимент, может, с легким сарказмом, с легким ядом, да? И слишком пристальное внимание к вашим победам. Есть человек, который буквально питается твоим контентом, но не для вдохновения, а чтобы найти изъян или оправдать собственное бездействие. Кто же эта женщина? Это ваша подруга, бывшая подруга, да? Коллега или призрак из вашего прошлого. Сегодня мы снимем с нее маску благожелательности и поймем, какая же твоя черта не дает ей спокойно спать. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, счастье. Что-то еще токсичное. О чем это? Ух ты, ё-моё, токсично, дьявол. Угу. Черная кошечка. Неустойчивое положение. Ага. Ну, тут сразу как будто показано, да, вокруг вас есть люди, наверное, вас ничем не удивлю, которые где-то вам завидуют. Окружение тут токсичненькое. Скорее всего, вашим каким-то победам, даже озвученным, может быть, там каким-то вашим, вот мечты, да, планы какие-то. Тут рядышком не особо радуются. Я бы на вашем месте тут слишком не делилась на данный момент какими-то своими даже, да, такими планами какими-то, мечтами. По карте дьявол и черная кошечка, знаете, тут как будто бы вас даже подозревают. Какое-то это окружение ваше подозревают в том, что вы что-то не договариваете, о чем-то умалчиваете. У вас вот какие-то, знаете, тут можете говорить типа одно, а планировать совершенно другое. Вот тут вот что-то такое вот мне сейчас подсветили. Вас показали, первая карта ваше счастье. Это история о том, что вы довольно-таки искренний человек и, в принципе, хотели бы общаться с людьми без там каких-то там двойных стандартов, без каких-то манипуляций. Довольно-таки искренне и умеете радоваться тому, что есть. Может быть, даже не обязательно в погоне за чем-то, а в моменте умеете радоваться. Но показано ваше очень неустойчивое положение какое-то на данный момент. Рядышком с вами, вот смотрите, тут жердочка, на ней сидит барышня, это вы. Рядышком вороны, как минимум 3 тут, да? 2 прям рядом близко к вам и 1 так на отдалении. Так вот, эти вороны в любой момент, они между собой договорятся, они вспорхнут, улетят, где-то приземляться на другое, там уж не знаю, площади. И все нормально. А вы можете шандарахнуться вниз, как будто бы они разговаривают на одном языке. Опять-таки, может, у них одни и те же там, уж не знаю, моральные принципы, желания, планы, а у вас как будто бы совершенно все другое. У вас то ли свой путь, своя дорога, или вы в принципе как будто бы очень отличаетесь от этих, ну, в нашем случае это женщины. Как-то так. При этом, знаете, эти женщины, скорее всего, повторюсь, они и вас подсознательно, ну, ассоциируя с собой, они наделяют вас какими-то тут, знаете, качествами типа, ну, про вас могут они говорить между собой, своего не упустят, тут свою какую-то игру ведет. Вот тут как-то так, на вас они смотрят, и они говорят о вас, говорят об этом. А вы как будто бы сейчас в таком состоянии, вот-вот в предвкушении, в преддверии
что что-то в вашу жизнь влетит новое, изменится, как будто на пороге каких-то изменений. Но вы надеетесь больше. Хотя это имеет место быть, тут действительно как будто бы что-то вот вновь, по идее, хорошее должно влететь в вашу жизнь, и это должно вашу жизнь изменить в лучшую сторону. Ну, как-то так. Или вы же идете к этим каким-то переменам, настроены на них, планируете менять свою жизнь, открыты для нового чего-то. Так, сейчас я уточню, о чем это вот этот вот дьявол, черная кошечка, токсично. Первое, что мне пришло в голову, это то, что, повторюсь, ваше какое-то состояние, тут, где вы радостны, наполнены, где вы, опять-таки, имеете эту функцию, умеете радоваться мелочам, вот ваше это какое-то состояние, оно очень раздражает на данный момент каких-то женщин, которые находятся в вашем окружении. Уж не знаю, почему так. Сейчас также про вас можно сказать, что для многих вы являетесь вот той самой непрочитанной книгой. Тут черная кошечка, женщина, которая где-то загадочна, где-то, правда, как не от мира сего, где-то как будто бы начинаешь с вами общаться и понимаешь, ух ты, а это только верхушка айсберга. Эта женщина может быть там всесторонне развита, тут какие-то сюрпризы. В каком плане? Тут неплохие сюрпризы, а тут в плане, там, может, вы несколько языков знаете, да? Полиглот, не полиглот, но опять-таки, может, какое-то образование. Причем это может быть у вас такие познания в каких-то таких сферах, которые, в принципе, трудно предположить, что вы можете быть как-то причастны к этим, ну, не знаю, там, знаниям, к этим сферам. Ну, допустим, да, вот у меня есть клиентка, которая работает психологом, но при этом она очень долго, да, длительный период она была прорабом, причем очень хорошим на стройках. Ну вот, допустим, ну я прям пример. То есть, если у вас там какой-то, вас ассоциируется, у вас, допустим, какой-то гуманитарный более склад там ума, а тут неожиданно вы рассказываете, что у вас там по сопромату была 5, да, отлично всегда, вы сдавали с первого раза, да, в институте этот сопромат. Так, ладно. Давайте смотрим. Вас видят привлекательной, вас видят сексуальной, вас видят женщиной, которая, опять-таки, умеет пользоваться этой своей сексуальностью, если вам это нужно. Кстати, вот эти вот женщины могут даже вас подозревать в том, что вы, если у кого-то есть там супруг, то вы можете вот благодаря этой вашей женственности, такой вот какой-то даже хитрости, как будто бы умело управлять этим, то ли супругом, то ли получать все, что вы хотите. Ну, как-то так даже. Насколько это правда, я сомневаюсь тут, но это больше как видение тех женщин, которые рядом с вами находятся. Это тут тоже так же больше про зависть. Так, токсичный дьявол, это о чем? Ну, смотрите, я спрашиваю, токсичный дьявол, это о чем? Это о вас, карта освобождения? Нет, это вы скорее хотите из какого-то этого окружения, из каких-то, может, мутных таких взаимоотношений. Я не говорю, тут мужчины, женщины, тут в принципе какое-то окружение, больше, наверное, даже женское. Вы хотите как улететь, как бабочка из кокона, да, вылететь и подальше от этого всего держаться. Я спрашиваю, так это окружение ваше, вот, дьявол и токсично? Да, карта змея. Да, как минимум есть те, которые не очень там радуются, повторюсь, вашим каким-то победам, свершениям, даже мечтам вашим. Вот как-то так. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, твоя главная завистница, кто она и чему завидует сегодня? Первое. Ее характер, статус и как она проявляется в твоей жизни. Следующее. Что именно в тебе вызывает у нее самую сильную реакцию? Твоя внешность, твой достаток или твое счастье в любви? Что покажут карты? Следующее. Как она действует? Через фальшивую помощь,
сплетни или какое-то воздействие, да, там на вас негативное. Следующее. Как вам себя вести, чтобы ее негатив, вот он не достигал цели? Какие эротические дали ее посылать, да, конкретно адрес. Так, и стоит ли выходить на конфликт или лучше просто исчезнуть из ее радаров, да? Если ее нельзя устранить никак, ладно, во время расклада никто не пострадал. Ну, стоит ли выходить на конфликт с ней, или как, или как? Так, давайте, начинаем. Лицо вашей завистницы, да, ее характер, статус, как она проявляется в твоей жизни. Ну, вот сразу показано, токсичненькая. Ух ты! Ведьма ведущая, обладающая тайными знаниями. Боже мой, дьявол, Том, о чем это? Очень интересно. Так, ну вы уже догадываетесь, скорее всего, о чем это, кто это. Так, так, это вообще... Фу, это женщина. Ну, как-то... Я даже не знаю, надо уточнить, в принципе, да. Это... Почему-то дом. Так, это ваша подруга? Не сколько подруга, сколько человек, с которым у вас очень тесное взаимодействие. Давайте так. Человек, с которым вы помимо, может быть, своей даже, не то что там боли, помимо желания, находитесь вот в тесной связке. Это очень похоже на коллегу или на человека, с которым вам приходится иметь какие-то дела общие. Так, коллега. О, да, коллега. Это коллега по работе у многих вот так проиграется. При этом человек, который, я не могу сказать, что прям так он... С одной стороны, она и не позиционирует себя, что прям она ваша подруга, с другой стороны, она заинтересована в том, чтобы какой-то свой негатив по отношению к вас она скрывает. Ну, наверное, ей выгодно это. На коллегу, похоже, очень по работе. Так. Так, родственница. Дьявол, офигеть. Дьявол. Что, у кого-то родственница? Из мечей. А у кого-то маленькое количество человек может проиграться. Это родственница, с которой была ссора, я вам хочу сказать. Или выяснение отношений. Может быть, у кого-то довольно-таки недавно. Точки над «и» расставили, как будто бы. Вы могли отстаивать там свою какую-то позицию, а она, в свою очередь, свое что-то пыталась донести. Тут даже так, у кого-то это, может быть, я просто уточнила, дом все-таки. Угу. Ну, человек по характер, статус. Так, статус мы уже поняли, тут больше коллега по работе. Как она проявляется в вашей жизни. Но опять дьявол. Вот я перетасовала карты. Дьявол. То есть это какие-то манипуляции. Это 100% человек свои какие-то цели преследует. Ну и, соответственно, вас уже там пытается как-то использовать в собственных целях. При этом, если это коллега по работе, то может вас там как вам сказать, ну это тоже своего рода манипуляции, взывать к тому, что у нас тут общий дом, общие какие-то планы, общие идеи, вот это вот чувство единства, такое вот. Ну, когда и нужно, когда и выгодно. Опять-таки, у кого-то тут ведьма ведущая, то есть женщина, у кого-то может увлекаться эзотерикой, у кого-то неплохой психолог, давайте так, умеет. Рядом токсично и вот эти вот карты. То есть знает о каких-то, может быть, нюансах, замечает какие-то, может быть, болевые точечки, нащупывает, знает где, когда, какое слово сказать, кому, может быть, часть информации какой-то выдать, часть, может быть, знаете, замиксовать каким-то вымыслом. При этом это настолько может подаваться все искренне и в заботе о вас, вы даже можете как бы повестись, да, жаргонизм, ну, вестись на вот эти вот даже какие-то провокации, на какие-то ее высказывания. Но при этом, когда токсично, вы же несколько раз, может быть, сами в голове у вас проносилось, да, сами себя ловили на таких мыслях. Ну, не все так просто. То есть, ну, она такая довольно-таки скользкая, хитрая. Надо как-то держаться подальше. У кого-то тут прям
Может, сны какие-то даже были про эту женщину, и у вас как предупреждение, вот где-то на подсознании это и есть предупреждение. Это также можно так все считать, что у вас, благодаря тому, что тут развита у вас интуиция, и, может, вы увлекаетесь вы психологией, у вас есть это ощущение такое, не все просто с этой женщиной. Держись подальше. Дьявол тут 3 раза выходил, девочки. Вот тут что-то такое, непростая женщина. Так, а что именно в тебе вызывает у нее самую сильную реакцию? Твоя внешность, твой достаток или твое счастье в любви? Еще, кстати, по поводу вот этой женщины, тут хочу сказать, у кого-то может проиграться в этой женщине дома, там все-таки дьявол, дом, проблемы дома, может быть в личной жизни, да, как провал, может быть пустой дом, может быть она как будто живет, горит этой работой, какими-то взаимоотношениями вне дома, дома как будто бы проблемы. Знаете, как переносит вот этот негатив какой-то, не хотела бы находиться она в этом даже доме. Может, максимально поэтому живет чужой жизнью даже, вот как-то так. Так, что именно в тебе, да, вызывает у нее самую сильную реакцию? Внешность, достаток, твое счастье в любви. Тут материалка, человек завидует вашему материальному положению, карта финансы. При этом завидует тому, что она чувствует себя одинокой. Может быть, она не чувствует того, что о ней кто-то там заботится. Опять-таки, там дьявол и дом пустой как-то, не знаю. Если она даже и замужем, даже если есть дети, она чувствует себя одинокой и ненужной. Может быть, она им даже вынуждена помогать кому-то, да, как будто бы она может там упахиваться на 3-4 работах, при этом ощущение того, что она нужна только как вот источник дохода. Тоже такое может быть, да, вот ненужность какая-то. А у вас вот основное она завидует чему? Тому, что ей кажется, что у вас есть эта финансовая помощь, финансовая поддержка, стабильность какая-то, в отличие от нее. Опять-таки, в принципе, она себя ощущает, знаете, как будто бы я ничем не хуже, допустим, тебя, да, вот ничем не хуже вас, она говорит, но при этом, как будто бы я, сколько бы ни старалась, я какой-то результат, то, о чем я мечтала, никак не могу получить. А ей кажется, что вы те же результаты получаете намного легче. Типа везунчик вы по жизни, хотя на самом деле, если копнуть, там вполне возможно, даже и вы делились с ней своими проблемами, говорили, да у меня тоже там свои какие-то проблемы. Но ей кажется, вот, что где-то незаслуженно у нее жизнь как-то так складывается, ей кажется, не очень удачно, хотя она прикладывает усилия для того, чтобы там тут денег заработать. Как будто человеку то ли мало, то ли она оценивает свой вложенный труд и говорит, да незаслуженно, я заслуживаю намного большего. А у вас наоборот, она говорит, как будто бы, а вы заслуживаете меньшего, а имеете больше. Тут такое, финансы. Финансы и как будто бы вот то самое какое-то желаемое, оно от нее как будто бы постоянно ускользает. Это вечная невеста. Она может прикладывать усилия, но результат так и не получать. В силу разных там обстоятельств. В принципе, как знаете, может даже вот такой, как вот судьба у меня такая, да, а у нее другая, под другой звездой рождена. Вот что-то такое вот даже. Так, как она действует? Через фальшивую помощь, сплетни или магическое какое-то там, уж не знаю, какое воздействие. Помощь, за спиной она действует. В основном это по черной кошечке за спиной, и это окно в иной мир, это даже вы не догадываетесь. А с кем она тут о вас говорит, при этом она может рассказывать о том, что вы в свою очередь с ней делитесь, чуть-чуть не самым сокровенным, тут родовое дерево. Помощь. Ну, помощь, кстати, тоже может через помощь даже заходить. В том плане, что тут, если действительно вы нуждаетесь в помощи, она может проявиться во всей красе, действительно, и это будет так как-то, как вам сказать, организованно преподнесено вам, что да, мы же не чужие люди, мы тут чуть не родные люди, мы в одной там то ли упряжке, то ли одним делом горим, живем. Одни у нас цели, ну, по этому родовому дереву, это если в плане коллектив, то это какая-то общая идея,
Вы поняли, да? Ну, как-то так. Может через помощь. Ну, тут фальшивая помощь. Ну, отчасти фальшивая, не фальшивая, но помощь может сплетни, магическое воздействие. Ну, магическое, кстати, у кого-то и магическое, потому как эта карта читается «Окно, вино и мир» и «Черная кошечка». Я думаю, тут несколько линий, да. Тут, скорее всего, знаете, даже если какие-то у вас происходят в вашей жизни тут потрясения, форс-мажор, даже неприятности какие-то, она может, ну, как проявлять себя как сочувствующий человек, но при этом она, как вам сказать, она в принципе очень много о вас знает, она собирает о вас информацию. Любой ваш там какой-то шаг вправо-влево она рассматривает. Ну, не буду говорить компромат, не компромат, но у нее очень много информации по поводу вас. Вот так вот мне. И в принципе она так живет, она о многих собирает эту информацию. Ну, такой у нее образ жизни, как будто бы. Так. Ну, повторюсь, разговоры о вас, какие-то, может быть, даже нюансы из вашей биографии всплывают вот так вот. Действует тут, скорее всего, общение, разговоры, вот такое. Она довольно-таки социально адаптирована, она знает, с кем дружить, против кого дружить, в моменте может переобуваться в воздухе, приспосабливаться, довольно-таки манипулятивно, неплохой психолог. Тут такой человек, который выживет при всех режимах, да, и неплохо будет жить. Так, ваша защита, да, как себя вести, чтобы ее негатив не достигал цели. Ух ты, карта верности, Иерофант. Ага. Разбитое сердце, очень интересно. Так, о чем это? С одной стороны, по карте Иерофант вас призывают оставаться добрым, светлым человеком, развиваться, может быть, искать себя в новых каких-то отраслях. Но тут больше даже новые пути, не закрываться ни от чего нового, обучаться чему-либо новому. Опять вот эта карта верность. Скорее всего, это намек на то, что в вашем окружении, помимо этой женщины, есть еще люди, которые к вам расположены хорошо, отлично расположены, с кем вы можете выстраивать какие-то равноценные взаимоотношения, и люди, которые вас не предадут. То есть даже имея их в друзьях, ну, если можно так сказать, продолжая с ними быть искренними, и тут можно не бояться их приближать к себе, тем самым вы как держите оборону против даже этой женщины. Даже если там какие-то будут сплетни, ну, опять-таки какие-то завистливые, едкие замечания, скорее всего, вот эти люди, которые в вашем окружении, но они смогут этому, если не противостоять, то, по крайней мере, нейтрализовать этот какой-то негатив. Тут больше об этом. Тут больше о том, что не забывайте, что в вашем окружении есть действительно друзья, соратники, люди, которые вас ценят, ценят вашу искренность, вашу, может быть, готовность прийти на помощь, поддержать также, посоветовать что-то. Иерофант — это мудрый совет, это вас видят мудрой женщиной, оставайтесь такой же. Ну, чистота, искренность, тут искренность помыслов ваших. Вот как будто бы не забывайте о том, что есть рядом люди, которые это все видят, вас ценят, и они точно, ну, не поведутся на эти какие-то манипуляции, сплетни по поводу вас. Они знают вас настоящий. Вот больше об этом. То есть больше даже общайтесь с этими людьми, которым вы доверяете. Будьте с ними еще раз, третий раз искренне. И опять-таки эти люди это ваша самая лучшая опора и защита в нашем случае. Да? Вот, негатив не достигнет цели, если у вас будет тут такая мощная поддержка. Даже ваши ощущения, я не одна. Люди знают меня, любят меня, мало ли там кто что рассказывает, да. Опять-таки, так, разбитое сердце, павлин, сейчас я уточню, как это. Тут даже с ее стороны могут быть какие-то попытки спровоцировать конфликт между вами и то ли вашими там общими, допустим, коллегами по работе или вашими друзьями, да, вот тут такое, тут могут с ее стороны быть, тут могут быть попытки как будто бы показать вас по карте павлин, что вы там,
Ну, у кого-то это высокого о себе мнения, у кого-то это, опять-таки, претендуете на то, чего то ли не заслуживаете, то ли под большим вопросом. Как будто бы вот как-то вы можете из ее вот слов, из ее какой-то риторики можно сделать вывод, что вы себя можете вести как-то так, знаете, неподобающе. Но тем самым мне вот тут идет вся эта информация, тем самым как будто бы она может вбивать клинья между вами и тут каким-то вашим окружением. Но, похоже, тут не особо у нее это получится, но вам, скорее всего, даже расскажут по поводу этих ее замечаний. Тут основное это друзья, ваша опора рядышком, в первую очередь на саму себя, но и у кого-то, кстати, параллельно вы должны еще тут обучаться чему-либо, у вас должно быть в перспективе несколько вариантов, да, куда вы могли бы приложить свои знания, навыки, может быть, профессии какие-то запасные. Вот тут даже так. Павлин, сердце разбито. В чем это? Ну, опять-таки, у меня как будто бы идет вот опять развилка. Особо зацикливаться на том, что достигнет негатив ее цели, не достигнет. Тут больше думайте о том, что вам нужно развиваться. У вас дальше еще идет дорога. Тут еще одна по карте развилка. Больше акцент на том, что не теряйте это время может, знаете, быть упущено на какие-то переживания по поводу сплетен, понимания, непонимания, как вас воспринимают. А вам говорят, лучше думай о своем настоящем будущем и вкладывают эту энергию в развитие. В развитие тут конкретно какие-то шаги, может быть, у кого-то это новое, опять-таки, какое-то дело, новое предприятие, новое, ну, не знаю, у кого-то бизнес новый. Ну, в общем, все, как будто бы больше энергии туда. Так, и следующее. Стоит ли выходить на конфликт или лучше просто исчезнуть с ее радаров? Ух ты. Конфликт. А тут я вам хочу сказать, нет, конфликту точно нет, не нужно, не выходим на конфликт. Тут, в принципе, вам даже говорят, как-то мне так хитренько нужно себя вести. Вы должны присмотреться лучше к этой женщине и увидеть что-то общее, действительно, оценить вот там ее мотивы поступков и увидеть то, что вас объединяет. Может быть, в моменте даже карта как семья. И это и действительно имеет место быть, да, имеет там у вас общие там какие-то, может, на данный момент цели, у кого-то даже может быть общие на время враги, даже так может быть. Тут как будто бы найти что-то, то, что вас объединяет, это должно быть искренне. Тут как смотришь, как в зеркало. Вот это вот на данный момент, вот как будто на этом сделайте акцент. Но при этом параллельно вы должны, может быть, даже можно это озвучить. Если у вас есть там какие-то, там, не то что там запасные варианты, а вы рассматриваете варианты, да, там, может быть, взаимодействие с кем-то, союзы с кем-либо, в принципе, общение, у вас от вас должна какая-то такая энергетика исходить, не того, что вы привязаны к ней, и вы от нее зависите, от ее там мнения, от ее поддержки, нет. От вас должна исходить такая энергетика, что вы цените то, что вас объединяет. Вы готовы там быть, вот, допустим, в каких-то моментах одной семьей, да, тут вы на ее стороне даже. Но в то же время вы ни в коем случае не будете от нее зависимы. В то же время вы никогда сами не войдете в такое состояние, тут карта, вот видите, ребенок сидит на лесенке и плачет. Ну, то есть не дадите ей козыри эти в руки, управления вашей судьбой. То есть вы сами творите свою судьбу и не позволите никому вами управлять, то есть принимать за вас даже какие-то важные решения в вашей жизни. И в принципе должна вот она как бы ощущать, что у вас, да, действительно видение своей жизни есть, и вы делаете шажочки там, может быть, для улучшения этой жизни.
Не обязательно вам посвящать во все ваши там планы ее, упаси Господи. Но у нее должно создаваться такое действительно впечатление, что вы не пропадете, как бы там вам плохо не было в моменте. Тут сколько бы она там не прикладывала каких-то усилий, у вас свой путь, своя дорога, видение этой дороги, все. На время мы тут, да, объединены общей целью, допустим, да, общими какими-то идеями, нам по пути, мы соратники. Ну и отлично, да. А в общем вы не будете растворяться ни в ком. Вы выбираете себя. Вот как-то так. Мне так подсветили, показали, да. И зависть это самое искреннее признание вашего превосходства, которое человек не смог облечь в слова восхищения. И психологически завистница смотрит на вас, как на зеркало. Вот тут зеркало. В нашем случае она смотрит на вас, как на зеркало своих упущенных возможностей. Она завидует, скорее всего, даже не вещам, а вашей смелости позволять себе больше. Вот. Я вам советую, не гасите этот огонь, чтобы ей не было больно, а сияйте так, чтобы она либо зажглась сама, у вас тут, кстати, могут быть общие какие-то даже проекты, вы, повторюсь еще раз, вы можете подчеркнуть, допустим, ее значимость, то, что вы видите в ней там какое-то действительно, даже наставника, поддержку, там, интеллект, можете даже где-то хвалить действительно тут искренне ее какие-то достижения, вот ей этого не хватает, и вы тут можете себе это позволить, да, похвалить ее, почему нет. Любого человека, мне кажется, есть за что похвалить и научиться. У любого человека можно чему-либо, желательно хорошему, да. Так вот, мои хорошие, не гасите свой огонь, чтобы ей не было больно. Сияйте так, чтобы она либо зажглась сама, либо ушла в эту тень. Все, но не позволяйте манипулировать собой, да. Не давайте ей бразды управления собственной жизнью. Она, эта прекрасная ваша жизнь, принадлежит только вам. Все, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.